34 ряд. Одну петлю пропускаем, начиная со второй, вяжем 2 столбика убавка, повторяем 2 раза, 2 столбика убавка, 4 столбика убавка, 2 столбика убавка, 1 столбик, одну петлю пропускаем в самую крайнюю, вяжем 1 столбик, воздушная петля, поворот. 35 ряд, пропускаем одну петлю, начиная со второй, провязываем 13 столбиков. Одну петлю пропускаем, в крайнюю петлю провязываем столбик, воздушная петля, поворот. 36 ряд, пропускаем одну, начиная со второй, вяжем 2 столбика, убавка, 4 столбика, убавка, 1 столбик, одну пропускаем, в самую крайнюю провязываем столбик, воздушная петля, поворот. 37 ряд, пропускаем первую, со второй начиная 7 столбиков. Пропускаем одну, в крайнюю провязываем 1 столбик, воздушная петля, поворот. 38 ряд, пропускаем первую, провязываем 5 столбиков со второй. Пропускаем одну петлю, в крайнюю провязываем столбик, и теперь не поворачивая работы. Лучше всего сейчас тоже поставить маркер, для того, что если бы по скосу у вас не наберется достаточное количество петель, которое нам нужно, нам надо провязать 12, чтобы вам потом здесь не перевязывать, распустить до маркера и пытаться снова набрать. По скосу до вот этих вот петель, до маркера, нам нужно набрать 12 столбиков. Перекидываем маркер, после маркера вяжем 4 столбика прибавка, повторить 2 раза, 10 столбиков, прибавка 4 столбика, повторить 2 раза. Следующий ряд. Также по вот этому скосу от начала ряда до тех петель, которые вот открытые. Сколько у нас их здесь? Раз, два, три, 4, 5, 6. До вот этих 6 петель. По вот этому скосу нужно набрать 12 столбиков. 12 набрали петель, провязали, и 18 петель до вот этого маркера. 12 здесь петель и 6 здесь петель. Вот это вот можно уже убрать, оно не надо. Итак, мы здесь набрали сейчас 12 и 18 до маркера. После маркера вяжем 3 столбика прибавка, повторить 3 раза. 10 столбиков, прибавка 3 столбика, повторить 3 раза. 40 ряд, убавка, 26 столбиков, убавка, маркер, и от маркера до конца ряда 40 столбиков. 41 ряд, 4 столбика убавка, повторить 4 раза, до маркера 4 столбика, маркер, после маркера вяжем убавка, 2 столбика, 3 столбика прибавка, повторить 3 раза, 8 столбиков, прибавка 3 столбика, повторить 3 раза, 2 столбика, убавка,
Ряд у нас окончен, мы делаем одну дополнительную петлю, петля смещения, и перекидываем маркер сюда. Здесь у нас маркер сместился на одну петлю, здесь тоже сместится на одну петлю. 42 ряд. 3 столбика убавка, повторить 2 раза. 4 столбика убавка, 3 столбика, повторить 2 раза. Маркер. За маркером вяжем 8 столбиков. Прибавка. 4 столбика прибавка, повторить 2 раза. 6 столбиков. Прибавка 4 столбика, повторить 2 раза. Прибавка. И до конца ряда 8 столбиков. 43 ряд. Столбик. Убавка. 3 столбика. Убавка. 4 столбика. Убавка. 3 столбика. Убавка. Столбик. Маркер. За маркером 6 столбиков. Прибавка. 5 столбиков прибавка, повторить 2 раза. 12 столбиков. Прибавка 5 столбиков, повторить 2 раза. Прибавка. И до конца ряда 6 столбиков. 44 ряд. От начала ряда до маркера 16 столбиков. От маркера до конца ряда 56 столбиков. В конце ряда провязываем дополнительную петлю, перекидываем маркер сюда. И следующий 45 ряд снова провязываем точно так же, просто по кругу, без изменений, не забывая про вот этот маркер. Переместить тоже на одну петлю. 16 и 56. 46 ряд. Столбик. Убавка. Столбик. Убавка. 4 столбика. Убавка. Столбик. Убавка. Столбик. Маркер. От маркера до начала ряда 56 столбиков, до конца ряда 56 столбиков. 47 ряд. Вяжем без изменений по кругу 68 столбиков. От маркера до маркера 12 столбиков и от маркера до начала до конца ряда 56 столбиков. 48 ряд. Столбик. Убавка. Столбик. Убавка. Еще одна убавка. Столбик. Убавка. Столбик. Маркер. От маркера до конца ряда 56 столбиков. 49 ряд. Провязываем без изменений 64 столбика. 8 от маркера до маркера и от маркера до начала ряда 56. В конце ряда провязываем одну дополнительную петлю смещения, перекидываем маркер сюда
И еще раз провязываем также по кругу без изменений 8 и 56. Не забываем, что здесь маркер тоже на одну петлю отойдет. 51 ряд. 4 убавки. 4 раза надо провязать по 2 вместе петли. Раз, два, три и 4. И до конца ряда 56 столбиков. Теперь маркер, который слева, можно уже убрать, он будет только мешаться. Не основной маркер, который у нас идет от носика, а тот, который был вспомогательный. Его убирайте. У нас 52 ряд. Провязываем по кругу 60 столбиков. Вот такая шкурка получается из коко. И вот такая шкурка из пряжи сапфир. Теперь нужно вот этот маркер от мордочки освободить, потому что мы будем наполнять мордочку и делать утяжки. Вытаскиваем его, чтобы он нам здесь не мешал. Подтягиваем сюда вот к работе. Достаточно этого будет. И нужно наполнить мордочку наполнителем. В ротик наполнитель не нужно, только в носик и в саму голову. И будьте аккуратны, чтобы вот не распустить рабочую петлю. Вот такие мордочки должны получиться. Немножко страшненькие. До каменного состояния наполнять не нужно. Вот эти впадинки, они должны быть. Их вот набивать, не надо, чтобы они сюда выскакивали. Вот. Получается вот так пока. Здесь тоже вот они впадинки эти, которые мы вывязывали так сложно. Теперь мы будем убирать вот этот вот рот немножко вовнутрь пряжей. Основной будем делать утяжку. Прокалываем прям вот через синтепон. Прокалываем, выводим в угол рта. Оставляем хвостик. Узел не делаем, оставляем хвост. Теперь прокалываем через губу и выводим назад, откуда у нас иголка пришла. Выводим ее сюда. За этот оставшийся хвост подтягиваем немножко и делаем узел. Делаем несколько узлов даже, не один. Просто завязываем в узел, чтобы у нас утяжка эта не убежала. Вот на 2 узла я сделала. Теперь точно так же прокалываю, но вывожу уже с другой стороны рта. Вытягиваю иглу, также прокалываю через губу, то есть вот вовнутрь ротика. И также вывожу вовнутрь, откуда пришла иголка. Подтягиваю. Смотрю, чтобы у меня это все как-то ровненько уложилось. Если немножко кривовато-косовато, значит надо прийти к другой утяжке, к первой, и сделать еще потуже, чтобы ротик у нас утянулся с 2 сторон одинаково.
То же самое сейчас сделаю с коричневой головой. Вот такие должны получиться мордочки. И потом, если синтепон вот здесь вот немножко осел, надо будет дополнить. Но не сильно, пусть эти складочки тоже остаются. Они, в принципе, должны быть, мы их специально вывязывали, поэтому убирать их полностью не надо. Вот такая маска. И нужно сделать утяжку для носика. Носик поделить на две половинки. Точно таким же образом втыкаем иголку, выводим ее сначала на середину язычка, проверяем, чтобы это у нас было ровненько. Вот у меня наборный ряд, чуть выше получается. Следующую петлю вот от наборного ряда чуть повыше втыкаю сюда и точно так же, как делали утяжечки, вывожу иголку и завязываю на узел. Стягиваю не очень сильно и завязываю на узел. Вот такие мордочки должны получиться. И теперь продолжаем вязание. 53 ряд. 11 столбиков. Теперь берем передние лапки и будем их ввязывать. Прикладываем их, вот носочки смотрят на нас, да? Теперь мы прикладываем так, чтобы они смотрели вовнутрь. Вот так, пятками на нас. Вот так будем ввязывать. Нам нужно провязать 42 столбика вместе с лапами. Начинаем вязать, вот он хвостик у нас от лапок. Слева со второй от крючка, вот она. Вот первая, вот вторая от крючка. Мы будем вязать с нее вовнутрь работы. То есть будем заходить вот так вот с изнанки. Вот она первая, вот она вторая. Ввожу в нее крючок. И нужно провязать вместе с телом, ну, с головой, которую мы сейчас связали, 42 столбика. Вот у нас раз, два до хвостика, и остальные петли уже будут после хвостика. Хвостик мешает. 3, 4 и так далее. 42 столбика. Вот так должно получиться. Вот мы ввязали. И теперь уже до конца ряда по открытым петлям до маркера 7 столбиков. 54 ряд. Вяжем по кругу теперь все петли. Сначала провязываем 11 по телу, 42 петли по лапам и 7 петель по телу. Если вот здесь, ну я лучше покажу тогда, провязываем 11 столбиков. Вот я провязала 11, и мне надо теперь перейти к петлям по лапе 42 вязать. Вот она, где у меня петля. Вот. Вот она у меня следующая петля. Если я провяжу вот так, то здесь получится дырка все-таки. Когда я буду набивать, будет отверстие большое. Поэтому я возьму из предыдущей петли, сначала вытяну петлю из следующей петли тела,
вытяну петлю, а потом ту петлю, которая мне нужна, рабочая, по лапам, и провяжу их вместе одной петлей. Тогда не будет дырки. Я одну петлю провязала, а мне нужно 42, значит по лапам вяжем еще 41 петлю. Здесь то же самое. Вот у меня где 42 петля от лапы, и вот у меня где петля от тела, которая вот 7 надо будет провязать. Я точно так же сначала ввожу крючок в предыдущую, которая под лапой получается петля, а затем ту, которая мне нужно провязать, и провязываю одной петлей. То есть мне надо провязать 7 до маркера. Одну провязала и провязываю еще 6 столбиков. 55 ряд. Прибавка. 2 столбика. Прибавка. 3 столбика. Прибавка. 48 столбиков. Прибавка. 3 столбика. 56 ряд. 21 столбик. Убавка. 2 столбика. Убавка. 16 столбиков. Убавка. 2 столбика. Убавка. До конца ряда 15 столбиков. Сейчас у нас в кругу 60 столбиков, и нужно провязать 10 рядов без изменений по 60 столбиков с 57 по 66 ряд. В конце 66 ряда провязываем 6 дополнительных петель смещения и переносим маркер сюда. Теперь новый ряд у нас будет начинаться отсюда. Это у нас середина спинки получается. 67 ряд. 18 столбиков. Убавка. 20 столбиков. Убавка. И до конца ряда 18 столбиков. 68 ряд. Просто провязываем по кругу 58 столбиков без изменений. 69 ряд. 18 столбиков. Убавка. 18 столбиков. Убавка. И до конца ряда 18 столбиков. 70 ряд. Провязываем по кругу без изменений 56 столбиков. 71 ряд. 18 столбиков. Убавка. 16 столбиков. Убавка. До конца ряда 18 столбиков. В кругу сейчас 54 петли, и надо провязать 3 ряда с 72 по 74 без изменений по 54 столбика в каждом ряду. В конце 74 ряда делаем 2 дополнительные петли смещения и переносим маркер сюда. 75 ряд. 6 столбиков. Берем лапки, прикладываем пятками к себе, вот так.
Наверное, сначала лучше отметить петлю, в которой мы будем провязывать лапки. От хвостика, давайте ее сначала обозначим, эту петлю. Нужно отсчитать слева 39 петля, и будем мы вязать в нее. Тридцать девятая петля, и я ее отмечу. Вот она где. Будем вязать с нее, начинать. Прикладываем к телу, пятками к себе, носочками вовнутрь. Петля это у нас на крючке. Вводим с обратной стороны работы вовнутрь лапок в отмеченную 39-ю слева от хвостика петлю. Вот она, эта петля. И теперь мне нужно связать вместе с телом и лапками 42 столбика. Провязываем вместе, так же как провязывали передние лапки. 42 столбика. И 6 петель провязываем по телу до маркера. Вот так должно получиться. Семьдесят шестой ряд вяжем 6 петель по телу, 40 столбиков вяжем по ножкам. Точно так же, если у нас большое здесь расстояние, сначала вводим в петлю, которая у нас от тела, а затем в ту петлю, которую нам нужно провязать от ножки. И провязываем вместе. Это вот одна петля и еще 39 столбиков по ножкам. И 6 столбиков по телу до маркера. 77 ряд 5 столбиков, убавка 9 столбиков, убавка 16 столбиков, убавка 9 столбиков, убавка и 5 столбиков до конца ряда. Теперь мы все время будем вязать на убавление, поэтому лучше всего сейчас заполнить, пока еще отверстие позволяет, набить детальки наполнителем, а потом продолжим вязание. Заполнила лапочки, и вот они как бы назад вот так должны отходить сюда, вот так. Здесь прямо и назад вот сюда. Дальше будем вязать и уже наполнять по мере вязания. 78 ряд, 3 столбика, убавка 6 столбиков, повторить 5 раз, убавка, и 3 столбика. 79 ряд, 5 столбиков, убавка, повторить 6 раз. 80 ряд, 2 столбика, убавка 4 столбика, повторить 5 раз,
убавка и 2 столбика. 81 ряд, 3 столбика убавка, повторить 6 раз. Продолжаем заполнять детали, разворачивая вот так вот от себя вот эти вот ножки задние, чтобы вот складочки вот сюда уходили. Вот так. Передние лапки назад, а задние вперед. Чтобы здесь попа круглая была у нас, ровная. Вот сюда. 82 ряд. Столбик. Убавка 2 столбика, повторить 5 раз. Убавка и столбик. И последний 83 ряд нужно сделать 9 убавок, то есть все петли провязать по 2 вместе. И если неудобно вам вязать за обе полупетли, то можно провязать только за передние полупетли. В общем, все равно как. Делаем 9 убавок, стягиваем петли и ниточку прячем. Получились вот такие собачьи попки. Если у вас не получается набить так, чтобы вот эти ляшечки вот сюда заходили на тело, значит нужно вот так их насильно приложить и чуть-чуть подшить. Тогда не будет расходиться здесь и будет хорошо ложиться вот это вот место. Я, наверное, подшивать не буду, у меня все удачно сложилось. Вот она, видите, вот ляшечка вот сюда заходит вот так. Ну а в следующей части свяжем ушки, хвостик и конечное оформление.